Здравствуйте. Барабанщики– народ особенный. Это мы частенько подчеркивали. Несколько барабанщиков были уже нашими героями наших роликов. Но сегодня речь пойдет о настоящем дикаре ударной установки. Одним из самых необузданных персонажей на рок-сцене. Настоящий дикарь, пират, шалун, хулиган. Ну, есть еще хорошие слова, но я и не буду употреблять в нашем ролике. Продолжите сами. Дамы и господа, его барабанное величество Кит Мун. Эта фигура воистину мифологическая. О нем ходит в рок-среде, да и не только в рок-среде, столько баек, как ни о ком. По количеству баек может поспорить Оззи Осборн, наверное, и Лемми. К сожалению, Кита Муна уже нет с нами. Но начнем по порядку. Родился он в славном граде Лондоне в 1946 году в районе стадиона Уэмбли. И, видать, вот эта вся атмосфера стадионная передалась пареньку. Уж больно был он очень гиперактивный. Просто было невозможно его усадить, это ужас. Носился как юла, везде и всюду, и в доме, и на улице. Мать вспоминала, что единственная была отрада – это граммофонные пластинки. Он садился, говорит, с 3 лет, просил ему ставить, и сидел возле граммофона и слушал музыку. А мы с вами неоднократно подчеркивали, что детская заинтересованность зачастую является основополагающей в развитии вашего ребенка. Просто многие родители не подмечают эту заинтересованность, не обращают на нее внимания. Но тут все подметили, тут все обратили. Пошел он в школу, естественно, начал играть на всех возможных музыкальных инструментах. В школе учился, мягко говоря, не ахти. Остались школьные характеристики. Один из учителей написал, что в художественном отношении более-менее, во всем остальном полный идиот. Вот вам английская система образования. Мягкостью особо она не страдала, ну и жесткость тоже такая, видите, на уровне интеллигентности. Поэтому и у него был один путь, естественно, куда? В музыку. Отец купил ему в 14 лет барабанную первую установку, и он давай шуровать сам. Притом, вы же понимаете, уже убедились мы, что сила музыканта в его практике. Практика, практика и практика. Тот, кто работает часами, сутками с инструментом, тот чего-то и достигает. Кстати, Кит Мун своей жизнью это подчеркивал неоднократно. Так вот, барабанная установка, но должны быть учителя. Учился он у джазовых музыкантов, которых видел урывками, слушал их пластинки. Такие известные барабанщики, как Бадди Рич и Джин Круппа. Посмотрев документальный фильм о Джинни Круппе, юный Кит окончательно решил, что он будет исключительно барабанщиком всех барабанщиков. И еще пуще продолжал репетировать. Волею обстоятельств в 17 лет он попал в группу The Who. Эта группа является одной из основополагающих в иерархии рок-музыки. Фактически многие ее ставят третьей после Beatles, Rolling Stones, The Who во всех отношениях. Удачная комбинация подобралась личного состава группы: барабанщик Кит Мун, басист Джон Энтуистл, гитарист Пит Тауншенд и вокалист Роджер Долтри. Вот такой вот квартет, который взорвал английскую музыкальную общественность дебютным альбомом My Generation, мое поколение, где Кит Мун продемонстрировал одну из наиболее яростных, мощных барабанных атак во всей рок-музыке. А на тот период так вообще. Выше его и громче мало кто играл. Так вот, Кит Мун очень любил жестко натягивать барабаны, чтобы они звучали очень так, как ему нравится.
Он прославился тем, что помимо всего прочего, у него барабанная установка все время увеличивалась. И он ее поначалу тупо прибивал гвоздями. Потому что он играл настолько мощно, что он иной раз разносил все свои барабаны в клочья. И когда входил в особый раж, он просто эту крушил к восторгу зрителей барабанную установку. Есть документальные эти кадры. Человек просто уничтожал свое детище. Поэтому его и прозвали некоторые разрушителем. Но прежде чем перейти к байкам, которые очень любят люди, я бы хотел сказать, что в техническом отношении, в мастерстве именно драмера, барабанщика, это один из непревзойденных за всю историю рок-музыки. Начнем с того, что это подтверждает официоз. В любые списки возьмите барабанщиков в рок-музыке, как правило, Кит Мун всегда входит в тройку. А это, я вам скажу, ого-го, это просто выше крыши. Это говорит о том, что человек, ну просто барабанный бог. Вот у нас был ролик о Ниле Пирте, выдающемся барабанщике группы Rush. Так вот, он очень любил Кита Муна. И говорил, что это один из его образцов для подражания, один из его учителей. Поэтому Нил Пирт тоже входил всегда во все хит-парады барабанщика. Вот такие вот красавцы. Кит Мун дал ему дорожку. Чем славился он еще? Чтобы вот убедиться в его мастерстве, посмотрите, это в свободном есть доступе, сам недавно проверял. Концерт в Техасе, в Америке 1975 года в очень приличном качестве. Как раз пик группы Who приходился на этот период. Это подтверждают и Долтри, и Тауншенд. Играли они очень слаженно и здорово. И особо обратите внимание на барабанщика. Конечно, Мун это просто чудеса. И техникой, понимаете, без пауз, и мощные дроби, и использование малых и больших барабанов, и работа ногами. То есть просто вот обратите внимание, выдающаяся техника, выдающее чувство ритма. Человек просто рвет всех и вся. Вот такой вот он был обезбашенный. Ну а теперь, конечно, придется так или иначе коснуться его знаменитейших похождений. Тут есть несколько очень нехороших моментов. Начнем с того, что я уже говорил, родился он гиперактивный, это раз. Второе, он в 1970 году совершил очень тяжелый проступок. Он на своей же машине, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, задавил своего телохранителя, друга, ну фактически ближайшего человека. Задавил случайно, его оправдали, но крест этот нес до конца дней своих. Потому что очевидцы рассказывают, впоследствии, когда он начинал бузатерить, устраивать свои вот эти выходки сумасшедшие, он всегда в конечном итоге ссылался на том, что его жалко его Нила, друга Нила его звали, телохранителя. А задавил случайно, на машину начали в одном из клубов нападать скинхеды, он скрывался, сел за руль, газанул и вот попал Нил, как говорится, в неудачное место. Поэтому такой был трагический случай. Это первый момент, жесткий, который отложился на его психике. Второй момент это уход жены, Ким. Жену он взял одноклассницу, фактически не спрашивал у родителей, женился, родила она ему дочку. Ну, естественно, женился он бедным, но звезды так сделали, что и не только звезды, что он стал очень богатым человеком, особенно среди окружающих. И, конечно, у богатых людей у них свои привычки. Когда ты молодой, необузданный, у тебя еще куча денег, как говорил Кит, вываливаются просто из карманов. Некуда было засовывать. То, естественно, он начал заниматься всяческими глупостями. Жена это не выдерживала, его стиль поведения, и немножко тоже отошла от обычной жизни. Начала встречаться с клавишником группы The Faces. Об этом узнал Кит. Но такие люди, они словами не разбираются. Он ей просто-напросто вырубил, сломал нос. И, конечно, такого унижения девушка не выдержала, жена, и она ушла из семьи.
как Кит не пытался вернуть, ничего не получалось. Но он время зря не терял. Вы знаете, он был очень любвеобильный. То есть это не тот человек. Семья семьей, любовь любовью. Например, оставил свои мемуары очень классный английский актер Оливер Рид. Когда во время съемок фильма «Томми» снимал этот фильм выдающийся английский режиссер Кен Рассел, а фильм «Томми» он основан на рок-опере, которая The Who записала, так и называется «Томми». Кстати, послушайте, если не слушали, очень классная штука. Так вот, он говорит, что мы буквально с Китом Муном на съемках этого фильма не только спелись, но и спились, и еще много чего. Вот одна из его замечательных выходок, когда, говорит, я прихожу уставший в свой гостиничный номер после съемочного дня, а там сидит 14 полуголых девиц. Удивительная картина. Притом накрыт хороший стол, сэндвичи с лобстерами, шампанское, коньяк. Когда я спрашиваю, говорит Оливер, что вы здесь делаете, девушки? Они удивленно на меня посмотрели, конечно, вас ждем. А зачем? Ну, говорит, они популярно объяснили, зачем мне. Но я сослался на то, что я очень уставший после съемочного дня. Ну, я понял, кто это. И тоже пошел в номер к Киту Муну. Картина, открывшаяся, превосходила римский оргий. Кит Мун лежал абсолютно голый на полу. На его лице попами, извините, сидели две шведские модели. И Кит яростно пытался что-то говорить, но, естественно, рот был закрыт, он что-то мычал. Но когда он видел, что Рид разъярен, он отогнал девиц, встал абсолютно голый и пошел в номер к Оливеру Риду с подносом. Увидев там 14 девушек, которых прислал, которые не отработали то, что он хотел, он швырнул поднос, и девицы разбежались в них. Вот такие вот выходки. Потом было множество выходок. Он заезжал на огромном Линкольне в бассейн. Он громил гостиничные номера. Подсчитали общий расход его приключений в гостиницах по разгрому. Это около $500 000 за всю карьеру. Он очень любил взрывать унитазы. Говорят, заходишь в туалет, а там одна гофра торчит. Вот это Пит Тауншенд так и сказал. Говорит, я хотел сходить у него в доме в туалет, а унитаза-то нет. Он брал такие черри-бомбы, вишневые бомбочки. Вот если вы видели мультик Том и Джерри, там вот такие бомбы вот такого плана. Они маленькие, но это очень мощный фейерверк. И знаете, что делал? Бросал в унитаз. Разрывало вообще в клочья. Вплоть до трубы. Вот говорю, гофра одна торчит. Удивительно. Поэтому, ну, вот такие наклонности у человека. Вы скажете, ку-ку, да, естественно, но имеет право быть. Зато вот сейчас люди вспоминают очень смешно. Очень. Еще он любил в гостиницах приклеивать мебель суперклеем. Вот приходит убираться утром, начинают двигать, а ничего не двигается, потому что мертво держат. Унитазы приклеил, все, что хотите. Ну, такой смешной парень. И поэтому все сопровождалось, конечно, очень большими дозами алкоголя. Он предпочитал алкоголь. Ну и таблетками забрасывался изрядно. Ну и барабанил вовсю. Очень веселый парень. И получается так, что, конечно, веселье закончилось. В 1978 году всего 32 года ему было. 7 сентября он умер. Ему выписал доктор таблетки от алкогольной зависимости. Дал ему к своему несчастью всю пачку, там 100 таблеток. Кит заглотнул 32. После сильнейшей пьянки, конечно, это не выдержит никакой организм, и он умер. Он остался в памяти как бузатер, выдающийся барабанщик, человек необузданной энергии и классический пример рокера, шального рокера. Поэтому слушайте Кита Муна, наслаждайтесь жизнью. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.